Привет, 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 песеры, с вами Морж, почитал комментарии, надо делать прокачку, ну, ребят, надо, значит надо. Не так уж сложно это все делается, да и мне лишний раз поговорить с вами, пообщаться на тему, а как кто прокачивает, это всегда интересно, это всегда полезно. Нахожусь я в приложении eFootball Hub, я думаю, вы все его знаете, но на всякий случай повторяю, потому что раз за разом, видео за видео, приходят сообщения, а чем ты пользуешься. Некоторые люди даже в личку пишут, я не знаю, сколько раз я уже это все дело повторял, но, судя по всему, есть у нас определенная когорта людей, которая, не может сама скачать приложение, настолько они занятые, что нужно мне в личку долбать, отрывать меня от работы, чтобы я сказал, до какого максимального рейтинга качаются эти футболисты. Причем у них настолько нет времени, что даже на мой телеграм, где я публикую максимальные рейтинги, они подписаться не могут. Вы сами понимаете, яхты, самолеты, нефть качают, все дела, вот. Так что к таким людям нужно относиться с особым вниманием и трепетом. Да, напоминаю, что мой телеграм можете найти по ссылке в описании и закрепленном комментарии. Также там моя личка, если тебе нужно задонатить на мобилочку с российских карт. Там же ссылочка на чат, где уже 1600 человек, и ты можешь пообщаться с единомышленниками. Ну а я сегодня разбираю селекцию Ливерпуля. Она достаточно интересная, поэтому давайте уже потихонечку приступать. Начинаем с Сабаслая, атакующий полузащитник. Давайте посмотрим максимальную прокачку на автомате. Соточку сыгранности делаем. Один тут стат зачем-то идет в защиту. Сразу же его снимаем, лучше потом в стиль добавим. Защита тут, к сожалению, не выкачиваемая. И что мы имеем? 4 в удары, 9 в пас. Пас очень неплохой, кстати. 12 в дриблу, допустим. 8 в ускорение и 8 в силу ног и выносливость. То есть это скорость, сила удара и выносливость, собственно. Но выносливость у него не блещет. Баланс у него тоже как бы не особо блещет для такой дриблы. Не знаю. Наверное, автоматическую прокачку я бы оставлял. Вот этот один лишний стат я бы закидывал в стиль. Скорость стиля, кстати, да, у нас не будет. Вообще перестанем с этой фигней баловаться. Значит, по слабой ноге у него 2-2, середнячок, то есть лучше всего 3-3. И также у него обычная физическая форма, что не слишком хорошо. Плюс стиль креативный плеймейкер. Кстати, он спокойно становится на левого полузащитника, и в принципе с этими статами на левом полузащитнике он тоже будет себя чувствовать достаточно неплохо. Но основные параметры у него, конечно же, это дрибла и сила удара. От нее и будем плясать по навыкам. Кстати, не знаю, почему в eFootball Hub до сих пор навык есть, который называется окунание, но на самом деле это удары с наклевом. Почему здесь, когда открываешь дополнительную информацию, написано, что это удары с наклевом, а на самой карточке написано окунание, я понятия не имею, почему вот так вот. Есть у него обводка двойным касанием, есть эластика. Удар подъемом хорошо, дальние подкрутки, дальние удары с такой силой удара отлично. Марсельская рулетка, пас в касание, пас в разрез, пас на ход. Значит, что бы я ему добавлял? Финты у него немножко, конечно, перегружены. Тут и марселька, и обводка двойным касанием, и эластика. Эластика, у меня такое ощущение, что вообще, в принципе, никто не использует в нашей игре. Значит, само собой, ему стоит намазать на него боевой дух. Этот навык нужен всем футболистам, поэтому, если боевого духа нет, мажьте без проблем. Также я, пожалуй, бы добавил ему, наверное, слепой пас. Я бы ему добавил, потому что в штрафную он в любом случае будет заходить. Хоть умение атаковать и реализация не такая уж и большая, тем не менее, слепой пас ему явно пригодится. Возможно, я бы добавил ему игру пяткой. Возможно, я бы ему добавил хитрость. При такой дрибле, в принципе, на нем будут фалить, и вы сможете штрафные удары, и заслуживать, и реализовывать. Значит, дальние удары есть, дальние подкрутки есть. Кстати, подкрутка у него тоже достаточно неплохая. Возможно, подкрутку шведкой. Все-таки не идеальная у него слабая нога, поэтому подкрутка шведкой в некоторых моментах может пригодиться. Также, если у нас есть, значит, удары с наклевом и удары подъемом, можно добавить удары по восходящей, удары с подсечкой. Тоже, в принципе, ему вполне себе зайдет. И, возможно, одиночный контроль. Вот я бы такие навыки ему добавлял. С автоматической прокачкой, в принципе, я согласен. Эллиот, вряд ли вы ему будете добавлять навыки. Вот, потому что, при всех раскладах 95-й он тоже, опять же, неплохо с дриблой, неплохо с пасом, хуже, чем у Сабаслая с ударом, но при этом лучше баланс, но при этом и 1,70 м, а Сабаслай 1,86 м. Слабая нога еще хуже, физическая форма здесь стабильная, здесь хорошо, и мы, кстати, видим, что как правый нападающий он имеет рейтинг 96 при вот таких вот статах. Мне эта карточка, в принципе, не кажется какой-то интересной, опять же, тут один стат в защиту идет, непонятно зачем, лучше уже потом в сыгранность его вкинуть. По остальному 4 удар, допустим,
допустим, 9 пас, 12 дрибла, 8 ускорения, 8 скорость. Такая же прокачка чистейшая, как у Сабаслая. Вот. По навыкам аналогично. Посмотрите, чего не хватает из того, что я назвал, и добавляйте. Кстати, да, по Сабаслаю забыл сказать, удар без подработки. У него нет удара без подработки, а он ему пригодится. Здесь тоже нет удара без подработки, и тоже он ему пригодится. Гакпо. Вот этот парень очень интересен. Он у нас идет и как левый полузащитник, как центральный нападающий и как левый нападающий. При этом 2-2 слабая нога, стабильная физическая форма, что отлично, и стиль продуктивный вингер, который работает только на левом нападающем из его позиции. То есть на остальных позициях он будет играть без стиля. При этом рост 189. Если честно, я бы, наверное, его даже как центрального нападающего скорее качал, чем как левого нападающего. Да, пусть он там бы играл без стиля, но у него очень неплохие показатели для ЦНа, который, к сожалению, правда, не будет играть головой, что при его росте, ну, достаточно интересно вот так вот Konami сделали. 189 роста с одной стороны, с другой стороны изначально что прыжок, что игра головой, что корпус, ну блин, 1,90 м практически, у него как-то, мягко говоря, слабенький. Я понимаю, что это все балансные параметры, и они таким образом типа не пытаются не сделать имбу из футболиста, но мне кажется, что у парня, у которого почти 1,90 м, ну явно корпус не такой уж простой, как они ему рисуют. Ну что ж, центральный нападающий... Нет, левый полузащитник, думаю, нет. В защиту он не умеет, а ЛПЗшник в любом случае будет возвращаться. Ладно, оставим левого нападающего. Центральных у нас достаточно, в принципе, много хороших. Опять, один стат в защиту. Вот некуда девать, да, кидаем один стат в защиту. Конечно же, снимаем, оно нам не надо. 4 в удары. 82 реализация, 80 подкрутка, 81 штрафные. Ну, неплохо для левого нападающего с реализацией. Подкрутки, конечно, хотелось бы больше. Штрафные ему, в принципе, не нужны. Я бы другого человека на штрафные ставил. 4 в пас. Ну, допустим. 9 в дриблу. Чё так дорого? Ну, давайте хотя бы 8 в дриблу оставим. У нас 4 стата получится. 8 в ускорение. Ладно. 8 в скорость. Ладно. Я даже не знаю, чтобы я ему здесь еще добавлял. У нас 4 стата свободных есть. По сути, можно было бы вкинуть, поднять корпус на 4. То есть у нас получился бы корпус 73. И чуть-чуть улучшился бы прыжок и игра головой. Либо же немножечко улучшить пас, чтобы загнать пас навесом в зеленую зону. Я, наверное, на самом деле так и поступлю. И загнал бы пас навесом в зеленую зону вот таким вот образом. Получается, смотрите, все статы, которые не красные, все зеленые. Вот такая вот логика. Ну, мне нравится, по крайней мере, как это все выглядит, это все достаточно симпатично. Кстати, у него неплохая сила удара, в принципе, есть дрибла, то есть по навыкам ему можно многое добирать. Есть у него проброс между ног со сворота, значит, снова же, опять же, это окунание любимейшее, да, которое удары с наклевом. Есть двойное касание, дальние подкрутки, марсельская рулетка, точность подач, ножницы, одиночный контроль, пасы в разрез, пас на ход. Само собой добавляем боевой дух, само собой добавляем пас в касание, само собой добавляем слепой пас, также добавляем удар без подработки. Это у нас нападающий, он, конечно же, ему пригодится. Вот... Чтобы еще? Наверное, я бы добавил ему низкий пас навесом, если вы будете подавать с фланга. Явно ему тоже лишним это не будет. Но остальное, в принципе, сила удара 87 позволяет. Остальное можно вкинуть в удары. И вполне себе будет, мне кажется, неплохо. Также, кстати, я бы, возможно, добавил бы ему акробатику. Если он будет идти на верховые мячи, пусть головой он играет и прыгает хреново, но здесь, возможно, бы играла акробатика, и он бы постарался пробивать там через себя или как-то еще по-интересному. Дальше МакАлистер. Сразу обращаем внимание, что как АПЗшник он 83, ну, в принципе, там по статам и было понятно, я сегодня утром это еще говорил. Все у нас относительно в желтой зоне, и давайте, наверное, как АПЗшника его и будем качать, потому что для центрального полузащитника у него слишком уж слабые показатели в защиту. Меняем вот здесь вот, там, где написано у нас максимальный уровень, ставим АПЗ, и вот такая автоматическая прокачка у нас. Естественно, докидываем командный стиль. Так, 4 в удары, ну, АПЗшнику это надо. 88 подкрутки, кстати, хорошая подкрутка. 8 в пас, допустим, 12 дрибла, 8 ускорения, 8 сила ног и выносливость. Да, наверное, здесь все так и оставляем. То есть, по факту, по статам мы получаем 98-го атакующего полузащитника со стилем от штрафной до штрафной, который будет работать на атакующем полузащитнике. По навыкам, проброс между ног, удар без подработки, кстати, у него есть, опять же, для АПЗшника это хорошо. Игра пятка, низкий пас навесом, пас в касание, штатный пенальтист, точность поддач, одиночный контроль, пасы в разрез, подкат. Значит, не хватает у нас паса на ход, да, не хватает у нас слепого паса, не хватает боевого духа. По финтам. Ну, у него, по сути, проброс между ног с разворота и все. Да?
Да, а дрибла у него хорошая, поэтому я бы добавлял либо двойное касание, либо марсельскую рулетку, либо финт Роналду. Но для меня это 3 самых удобных финта, возможно, для вас удобнее эластика, но, в общем, какой-то финт я бы ему сюда добавлял. Чтобы еще, значит, сила удара 88 пойдет вообще. Дальние удары очень зайдут. Дальние подкрутки очень зайдут. Опять же, подкрутка 88, явно ему это все дело пригодится. Ну и, само собой, можно добавить окунание, да, которое в eFootball Hub так написано. Ну, то есть, тут уже что вам удобней. Удары с подсечкой, удар подъемом, удар с наклевом, удар по восходящей. Вот что-то из этого я бы ему выбирал и использовал его бы как атакующего полузащитника. Далее у нас Жота. 3-2 слабая нога, очень даже неплохо, но, блин, обычная физическая форма. Но почему ему стабильную не дать, я не знаю. 178 сантиметров. Стиль отвлекающий и максимальная прокачка. Кстати, он может у нас быть еще левым нападающим, оттянутым форвардом. Но, как мне кажется, с таким пасом низом и пасом навесом, что на левом нападающем, что на оттянутом форварде, делать ему нехрен. Вот. И этот пас особо и не выкачаешь. Значит, 8 у нас идет в удары. Ну, хорошо, реализация неплохая. 4 в дриблу для центрального нападающего пойдет. 12 ускорения, отличный баланс, отличное умение атаковать. 8 скорость, выносливость, сила удара, скорость. Ну, пойдет. И 4 в корпус. Кстати, у него действительно очень хороша игра головой и очень хороший прыжок. При том, что корпус отсутствует. Наверное, тут тоже я бы оставлял автоматическую прокачку. Значит, ну, понимаете, тут прикол в том, что отвлекающий, он должен уводить защитников противника, растягивать их, так сказать, и потом выдавать хорошую передачу на партнеров по команде, которые заходят в свободные зоны. Но с таким вот пасом низом я не знаю, как он будет выдавать эти передачи, если честно. Для меня это такая небольшая загадка. Есть у него акробатика, есть у него удары с подсечкой, есть у него финт Роналду, проброс между ног с разворота, двойное касание, эластика, да, перегружен финтами, хитрость, одиночный контроль и оттяжка в защиту. Ну, конечно же, боевой дух, то понятно. Ребята, удар без подработки, ну, в любом случае. Ну, я вообще не представляю, как можно было центральному нападающему не нарисовать удар без подработки. Кстати, сила удара, что у него там? 85-то, пойдет. Также я бы ему добавлял дальние удары, я бы добавлял ему игра головой есть, прыгучесть есть, наверное, верховое главенство я бы ему добавлял, потому что почему бы и нет. Я думаю, он еще усилит эти статы, и даже несмотря на не слишком хороший корпус, он будет очень даже неплохо, несмотря на не слишком большой рост, играть головой. Акробатика есть, может быть хитрость я бы ему добавлял, чтобы на нем фалили, дрибла, в принципе, кое-какая присутствует, корпус не самый сильный, поэтому его будут отталкивать, хитрость будет срабатывать, вы будете зарабатывать штрафные и пенальти. Гомес, тут у нас, по-моему, вообще ничего интересного, максимальная прокачка, командный стиль, 14 аж в защиту, сразу 2 стата снимаем, но очень дорого. 4 ускорения, отлично, 4 скорость, блин, для центрального защитника скорость великолепнейшая просто. И 8 в корпус, и 8 статов у нас, кстати, свободных есть из-за того, что мы немножечко сняли защиту. Я бы добавил ему 4 в пас, то есть, чтобы он потом еще и начинал атаки, тем более у него стиль наращивания, а это, по сути, центральный защитник, который начинает атаки, да. И 4 стата у меня еще остается, чтобы ему еще немножечко поднять. Ох, ну, реализация удара точно не нужны, дрибла тоже точно не нужна. По сути, можно поднять на 2 скорость, либо на 2 ускорения, простите, либо на 2 пас. Даже не знаю, что бы я ему здесь пополнял. Вот это вот сложный выбор. Это реально сложный выбор. Давайте, не знаю, ему подтянем немножечко ускорения, немножечко баланс, чтобы он хоть чуть-чуть лучше разворачивался. Итого мы получаем действительно очень быстрого центрального защитника, скорость 84, ускорение 79, это великолепные показатели для ЦЗшника. Плюс вполне у него все неплохо защита, немножечко мы не дотягиваем, да. Хотя, давайте, чтобы красивенько было, вот. А давайте без давайте. Давайте, чтобы красивенько было, мы один стат закинем в защиту. И вот так вот красиво у нас и получится. Как раз 4 стата ушло. То есть вся защита у нас бирюзовая. У нас есть неплохой пас низом и навесом для центрального защитника. Отличная скорость. Корпус, игра головой. Ну, игра головой хотелось бы побольше, конечно. Прыжок тоже хотелось бы побольше. Всего 4 навыка у него, что, конечно же, плохо. Но есть боевой дух, что, конечно же, хорошо. Акробатические выносы, сильное вбрасывание и подкат. То есть ему не хватает защитных навыков.
Ему пригодится верховое главенство, ему пригодится блокировщик, ему пригодится перехват, и ему пригодится, конечно же, опекун. Также я бы добавил низкий пас навесом, чтобы он начинал атаки. Ну и если уже сильно прям захочется, то пас касания, пас разрез, пас на ход, вот это вот все дело. Робертсон, левый защитник, можно прокачать как левого полузащитника. Я на самом деле его больше как левого полузащитника и вижу. Но стиль работать не будет, и все-таки изначально мне подсказывают, что на левом защитнике у нас стат, ну, немножечко выше. Ладно, пусть будет ЛЗшник, командный стиль накинули, 4 в пас. Пас навесом хороший, пас низом слабенький, 4 в дриблу, 5 в ускорение, 12 скорость, выносливость, сила удара. Вот опять же, почему для левого защитника это основной стат, я не понимаю. 4 в корпус, который у него отсутствует, и 8 в защиту. Ну, в защиту, кстати, кое-что умеет, 90 агрессии, это неплохо. Так, ну давайте, даже не знаю, давайте отсюда 2 стата снимем с ускорения. И, наверное, ну блин, 12, дорого же, как очень дорого. Давайте хотя бы до 10 понизим. Скорость и выносливость. Выносливости 95 и так хватит. 83 силы удара и так хватит за глаза. И 90 скорости тоже за глаза хватит. 8 статов у нас получится. И я на самом деле бы поднял ему пас. То есть, чтобы пас навесом у него был 90, а пас низом 80. Для левого защитника это очень важный показатель. И я считаю, что пас навесом 90 это прям очень хорошо. Он будет подключаться, он будет навешивать на ваших нападающих. Они будут реализовывать, вы будете довольны. По навыкам: акробатические выносы, способности капитана, боевой дух, перехват, сильное вбрасывание, опекун, пас касания, точность подач, пас на ход, подкат. Значит, не хватает у нас блокировщика, да? Блокировщика. И верхового главенства. Но головой он играет хреново. Для защитника, конечно же. Поэтому, в принципе, верховое главенство можно поймать, чтобы немножечко эту игру головой у него увеличить. Ну а блокировщик в любом случае пригодится. Значит, точность подач есть. Я бы еще, конечно же, добавлял ему низкий пас навесом. И вот в таком бы варианте его и использовал. Ну и Алисон последний. Здесь, конечно, просто автоматическая прокачка. 97-я карточка. Статы для вратаря очень неплохие. Рост 191 очень неплохо. 2 навыка есть. В принципе, тоже вполне нормально. Ну, вы знаете, вратари это субъективчик, тут надо пробовать. Возможно, великолепно покажет себя на поле, а возможно, будет просто куском, ну, вы сами понимаете, чего болтаться в проруби. Не знаю, по Алисону ничего сказать не могу. Вот так вот я примерно прокачивал бы ребят из Ливерпуля, вот такие навыки добавлял. Спасибо, что смотрели это видео, полезные ссылки в описании и закрепленном комментарии. На этом прощаюсь, ребят. Как всегда, Морж, как всегда, пока-пока.